Это заявление потрясло весь мир. Необъятности тайны космоса заставляют нас усомниться в том, существует ли жизнь только на Земле или где-то еще в космосе. В перуанской шахте были обнаружены два явно нечеловеческих инопланетных трупа, возраст которых составлял 1000 лет. Сохранившиеся в окаменелом состоянии мумифицированные экземпляры. Их маленькие тела с трехпалыми руками и странными удлиненными черепами напоминали кого-то среднего между человеком и инопланетным существом из фильма «Инопланетяне». Еще более интересным было то, что их внутренние полости предположительно содержали импланты из редких металлов и яйцеклетки. Пришельцы были официально представлены в Мексиканском конгрессе 12 сентября 2023 года во время исторических слушаний, которые были организованы Комиссией по науке и технологиям Палаты депутатов Мексики. Oh my God! Wow! Это мероприятие включало доклады различных экспертов по НЛО и свидетелей. В их числе был, например, бывший пилот ВМС США Райан Грейвс. Этот летчик стал известен своими заявлениями о частых наблюдениях неопознанных аномальных явлений над военными объектами и полигонами США, которые, как он выразился, демонстрируют исключительные возможности. Он говорил, что мы не знаем, кто они, и не в состоянии объяснить их присутствие. Грейвс указывал, что около 50-60 человек, служивших с ним в 14 и 15 годах, могут подтвердить наблюдение за этими объектами. Также в своих заявлениях военный пилот утверждал, что неопознанные аномальные явления – это вопрос национальной безопасности, и необходимо накопить больше данных. Однако множество критиков выразило свое недовольство слушаниями из-за того, что основное внимание было уделено двум предполагаемым трупам инопланетян, представленным Хайме Маусаном, мексиканским журналистом и уфологом с 10-летним опытом исследований и репортажей о НЛО. В ходе публичных слушаний господин Маусан продемонстрировал несколько видеозаписей НЛО и неопознанных аномальных явлений. Он демонстрировал их официальным представителям США и членам мексиканского правительства перед тем, как обнародовать предполагаемые тела пришельцев из космоса. Два крошечных трупика инопланетян были выставлены на всеобщее обозрение в коробках с окнами. Эти существа не связаны с находками после крушения НЛО, заявил Маусан. Он добавил, инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумные и жили с нами. Они должны изменить нашу историю. Мы не одиноки в огромной вселенной, и нам нужно принять эту реальность. Такими словами он завершил свой доклад. What? Bro, what are you talking about, man? Журналист рассказал политикам о том, что странные маленькие останки инопланетян были обнаружены в городе Куско, находящемся в Перу, в 2017 году. И под присягой засвидетельствовал, что приблизительно треть их ДНК является неизвестной, а образцы не связаны с земной эволюцией. Маусан также сообщил, что обнаруженные образцы были изучены и датированы с помощью радиоуглеродного анализа учеными Национального автономного университета Мексики, который подтвердил их возраст в более 1000 лет. Директор научного института здравоохранения мексиканских военных морских сил также подтвердил проведение рентгеновских снимков, 3D-реконструкции и анализа ДНК останков. Он утверждал, что эти тела не имеют никакого отношения к человеческому виду. Представители Мексиканского конгресса заявили, что представление вызвало у них много мыслей и опасений, а также выразили намерение продолжать обсуждать это. Первое слушание по НЛО в стране было провозглашено мексиканским политиком Серхио Гутьерресом Луной, который является другом Маусана. Он заявил, что это может привести к принятию законодательства о неопознанных воздушных явлениях. В чем же заключается правда? Фундаментальная проблема с заявлениями Маусана состоит в том, что эти так называемые инопланетные мумии уже были опровергнуты учеными 2 года до того, как он представил их на Мексиканском конгрессе. Команда экспертов из видеоблога «Ученые против мифов» на YouTube, собранная Александром Соколовым, обнаружила, что тела на самом деле состояли из мешанины костей человека и животных.
В одном из образцов была обнаружена бедренная кость там, где должна быть плечевая кость. Голова, по предположениям, была создана из задней части черепа ламы или альпаки. Команда заявила, что лицевая часть черепа была отломана, а осталась только оболочка мозга. Затем ее развернули, чтобы сформировать переднюю часть головы пришельца. Сравнение показывает, что полость черепа рептилоида идеально соответствует полости черепа ламы, рассказал Соколов в своем документальном фильме 2021 года на YouTube. Также он утверждал, что расположение обонятельных луковиц внутреннего уха, полушарий головного мозга и малого мозга точно соответствует расположению в черепе ламы. И странности на этом не заканчиваются. Исследователи сообщили, что бедренная кость в одном из образцов оказалась человеческой, но была расположена вверх ногами. Другая бедренная кость была большой берцовой костью из нижней части человеческой ноги. Это делает пришельца неспособным к ходьбе. Кроме того, несколько пальцев существа были перевернуты вверх ногами. Научный сотрудник Института астрономии в Мексике Джульетта Фьера выразила скептицизм относительно некоторых деталей, связанных с предполагаемыми трупами инопланетян, и заявлений исследователей. Фьера также поставила под сомнение использование рентгеновских лучей для определения того, являются ли тела нечеловеческими. В своей речи Джульетта заявила, что Мауссан сделал много странных заявлений. Для примера, он говорил, что разговаривал с девой Гваделупской, сказал ученый. Он сказал мне, что инопланетяне не разговаривают со мной так, как с ним, потому что я в них не верю. Известный интернет-портал Vox также опубликовал статью, в которой развенчивается версия о мексиканской мумии инопланетянина. В статье прямо утверждается, что эти останки инопланетян, вероятно, были мистификацией, созданной с использованием комбинации человеческих останков доколумбовой эпохи и костей животных, скрепленных гипсом. Такие мистификации способствуют стиранию достижений доколумбовых культур и увековечиванию российских мифов, негодовал автор блога на портале. В статье также упоминается практика изменения формы черепа в культурах коренных народов Южной Америки и то, как это неверно было истолковано как свидетельство инопланетного влияния. Фактически, эти черепа были обнаружены в 1928 году в районе Паракас на юге Перу во время раскопок братской могилы, содержащей более 300 подобных тел. Археолог Хулио Телло, сделавший открытие, полагал, что тела принадлежат древней доинкской культуре, но споры вокруг черепов и их удлиненной формы, а также предположение, что они должны быть нечеловеческого или инопланетного происхождения, до сих пор скрывают факты о культуре Паракас. То, что мы точно знаем, так это то, что изменение формы черепа, при котором головы детей с рождения придавали удлиненные формы, было распространенной практикой по всему Перу и многим другим культурам во всем мире. Как говорит Комитет по мумиям, эта практика способствовала распространению мнения о том, что коренные народы Южной Америки не могут быть ответственными за свое собственное величие. Теперь развенчанный трюк побудил перуанских чиновников к расследованию. Их интересует, как образцы, которые являются земными объектами, покинули страну и попали во владение Мусана. Министр культуры Перу не понимает, как предметы, которые она назвала доиспанскими, покинули Перу и объявила о подаче уголовной жалобы. Тем не менее, Мауссан не беспокоится. Он утверждает, что не совершил никаких противоправных действий, однако он не может ответить на вопрос о том, как тела изначально попали в Мексику, но обещает раскрыть все в свое время. Что же касается исследования костей пришельцев в Мексиканском университете, этот университет заявил, что он провел только радиоуглеродный анализ предоставленного ему образца и никогда не выдавал заключения о его происхождении. А результаты анализа ДНК, который Мауссан предоставил, тоже не доказывают инопланетное происхождение. В каждом результате из 3 образцов указывается, что образец был Homo sapiens. Так кто же такой этот мексиканский журналист-расследователь НЛО? У Мауссана есть определенная репутация мистификатора и обманщика.
Мао Сан в свое время был ведущим нескольких сериалов, основанных на теории заговора, в том числе «Третье тысячелетие» для мексиканского телеканала «Ацтека». Этот так называемый журналист-исследователь в 2019 году стал объектом документального фильма расследования под названием «Файлы Мао Сана об НЛО», после просмотра которого его журналистские полномочия кажутся скудными. No! God, please, no! No! Ни открытия, которые, как он утверждает, совершил во имя псевдонауки, ни аферы с НЛО, которые отстаивал и которые он якобы начал исследовать в 1990 году, не представляют научной ценности и сделаны были только для получения коммерческой выгоды. К таким выводам пришли создатели этого фильма. Мао Сан сделал множество псевдонаучных открытий, ими и прославился, и также на них заработал свой капитал. Для примера можно показать представленное им странное существо, получившее название «Существо из Метепека», которое оказалось обезьяной, с которой сняли кожу и уши, и которую поместили в жидкости разных животных. В 2015 году отстаивал мистификацию под названием «Слайды Розуэлла». Слайды Розуэлла – это изображение, которое группа пропагандистов НЛО, в том числе и Хайме Мао Сан, представила на мероприятии, состоявшемся 5 мая 2015 года в Мехико, в качестве положительного доказательства внеземной катастрофы в Розуэлле в 1947 году и извлечения и сокрытия правительством США тел пришельцев. Это заявление, которое большинство из вышеупомянутой группы выдвигали более 2 лет. Они неоднократно заявляли, что лучшие эксперты, которых они могли найти, изучали слайды и что они определили, что на слайдах изображено существо неземного происхождения. Ключ к разгадке тайны был в табличке, которую видели на слайдах перед телом. Табличке, которую, как заверили так называемые промоутеры НЛО слайдов, никто не смог расшифровать, несмотря на тщательное изучение. Однако член группы разоблачителей, используя имеющуюся в продаже компьютерную программу, смог значительно улучшить размытый текст. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Другие участники группы помогли сузить круг слов. Первая строка была наиболее четко определена и прочитана как «мумифицированное тело 2-летнего мальчика». Нет никаких разумных сомнений в том, что это истинный и корректный текст. Остальные 3 строки текста расшифровать сложнее, но, похоже, они говорят что-то вроде «мумифицированное тело 2-летнего мальчика, во время захоронения тело было одето в хлопчатобумажную рубашку такого-то размера. Погребальные обертки состояли из 3 маленьких хлопчатобумажных одеял. Предоставлено мистером XXX, Сан-Франциско, Калифорния». Вся работа заняла всего несколько часов, что значительно отличается от лет исследований, заявленных промоутерами слайдов. Тот факт, что промоутеры не опубликовали сканы слайдов в надлежащем высоком разрешении, усложнил работу, но в итоге расшифровать ключевые части изображения все равно было относительно легко. Тайна таблички разгадана, как и природа тела. Это был мальчик с Земли. В 2016 году охотник за сенсациями утверждает, что обнаружил демоническую фею, которая, как выяснилось, была неким конгломератом летучей мыши, деревянных палочек, невидимой эпоксидной смолы и других предметов, предназначенных для обмана. Это выяснили, но только после того, как он продал ее за $10 000. А еще Мао Сан был включен в список зала позора наблюдателей за НЛО за неоднократные ложные заявления, связанные с НЛО и попытками мошенничества. Wait a minute. Who are you? Следующая разоблачительная история произошла с ним в 2017 году. Когда экспертам, которые приехали в Перу, были показаны 6 мумий, местный крестьянин якобы нашел их в одной из пещер, которые находятся в горах около знаменитого плато Наска. Такое соседство, конечно же, добавляло таинственности всей истории, которая и без того веяла сверхъестественным. Предъявленные останки выглядели поразительно странно. И вот почему. На кистях и стопах каждой мумии было по 3 непропорционально длинных пальца. Одна мумия, названная Марией, принадлежала взрослой женщине,
другая младенцу девочки, которую назвали Вавитой, а оставшиеся 4 мумии представляли собой каких-то гуманоидов ростом примерно 70 сантиметров. Однако вскоре появилось почти официальное заключение относительно этих трехпалых мумий. Это был своего рода меморандум, который большинство участников 9-го ежегодного конгресса по изучению мумий, проходящего в Перу, приняли большинством голосов. Этому документу даже дали название, отражающее его суть – «Мошенничество с внеземными мумиями». В меморандуме написано, что внеземные мумии были созданы в наше время из реальных древних останков взрослых людей, детей и животных. Конгрессмены считают, что такие подделки подрывают авторитет археологической науки, прежде всего перуанской, и кидает тень на достижения доколумбовых цивилизаций в Америке. В документе также говорится, что данные подделки наводят на мысль о том, что пришельцы постоянно вмешивались в ход истории. В сети даже появились призывы найти мистификаторов и привлечь их к уголовной ответственности. После того, как мексиканский уфолог представил свои последние так называемые открытия перед Конгрессом в Мексике, некоторые ученые поспешили предположить, что образцы на самом деле были человеческими останками, которые были злонамеренно обработаны и даже изуродованы для коммерческого использования. Между тем, мистификаторов вроде Маусана, похоже, совершенно не пугает вся эта негативная реакция. Возможно, они просто пытаются создать версию реальности, соответствующую той, в которой сами хотят жить. Мир, наполненный пришельцами и феями-демонами. Но если это должно быть формой, которую принимает современное мифотворчество, возможно, потребуется нечто большее, чем немного эпоксидной смолы и испорченный череп ламы, чтобы создать чудо, которое мы хотим видеть в мире. А самая большая ирония всего этого заключается в том, что тот мир, который мы стираем и затемняем, когда зацикливаемся на пришельцах, уже более чудесен, чем мы можем полностью осознать. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!